поскольку мы много занимались тканью, и поскольку я много наблюдала, как модельер в ателье края ткань, приняла решение улучшить ткань. Вот просто вот улучшить ткань, сделать ее удобной для кроя, сделать ее рисунка, который нравился бы в нашей стране. Вот, и попытаться отыскать вот эту новизну, которую может дать наша страна миру. Мы прежде всего перенесли на ткань систему мышления. Вот, не просто даже графические элементы, вот, а систему наполнения, систему ритмов, систему цвета. Потому что если вы на самом деле посмотрите на всю нашу историю, как развивался наш рисунок, теперь социальный рисунок, да, вот, рисунок, он же у нас находится везде, это он может быть в архитектуре, он может быть в одежде, в национальном костюме и так далее. Там есть определенные ритмы, цветовые сочетания, которые мы вот сразу нас заставляют говорить о том, что да, этот рисунок российский. Движение, элемент, вот это все мы препарировали и принесли в наш рисунок, вот, изменив элементы на современные. Мы продаем рисунок, текстильный рисунок. Это значит, что мы не продаем ткань, мы продаем идею дизайна. И это такая система продаж, которую у нас в стране знают пока еще достаточно мало, но мы старательно растим себе конкурентов, потому что мы рассказываем, очень много молодых дизайнеров, как это делается, как продавать текстильный рисунок по всему миру, вот, что стоит за этой системой. Потому что стоит система агентов, это стоит система разной политики цен, разного вида договоров. То есть это прям вот настоящий другой маркет, который, в принципе, пока мы там одни работаем. Бренд у нас очень органично вырос, потому что мы привыкли все анализировать. Потому что, опять-таки, когда мы делаем коллекцию ткани, мы же анализируем социальную среду, мы анализируем основные тренды. И их нельзя оторвать от желаний покупателя. Поэтому для нас, в общем, мы опирались на собственную аналитику. И у нас было огромное преимущество перед всеми, кто делает новые бренды. Мы все время работаем за рубежом. Мы стоим на всех текстильных выставках, мы видим запрос. То есть, когда мы стоишь на стенде, к тебе приходят дизайнеры всего мира уже с готовой раскладкой коллекции. Они говорят: подбери мне рисунок, вот смотри, вот моя коллекция, вот мой бук, вот мой там, и так далее, подбери мне быстро сюда. Потому что специалист смотрит 100 рисунков примерно за 3 минуты на выставке. И ты автоматически становишься хорошим специалистом. Вот, ты быстро анализируешь все. То есть это все, вот это вот, я могу об этом говорить много, но вот именно вот это и помогло нам быстро поставить бренд на ноги. Мы развивались без денег, что одно предприятие совершенно просто с нуля. Стол, стул и компьютер практически. Вот. То же самое и бренд. Вот. То есть мы не вкладывали в бренд, мы просто стали выпускать платки. Мы написали группу покупателей, на которую мы хотели бы выйти. Вот. Определили локацию, там, первый магазин, где мы хотели находиться. И начали сначала продавать, то есть мы развивались естественным путем. Сначала из офиса, так и делают все, много брендов. Сначала шоурум в собственном офисе, вот, потом интернет-магазин, потом первый магазин. Вот. Но я не могу сказать, что да, мы все время живем в нехватке оборотных средств, как и все бренды. Независимо от того, что сейчас мы выросли, конечно, ситуация у нас сейчас достаточно устойчивая. Вот. Пандемию мы закрыли, 1 магазин, у нас 3 собственных магазина и около 70 точек продаж по стране. И сейчас мы ведем переговоры на открытиях сразу там в нескольких городах своих магазинов. Вот. И мы продаемся точно и бессистемно по всему миру. Немножко во Франции, немножко в Японии, немножко в Италии. Как-то очень бессистемно, к сожалению. Вот. Но в этом росте, кроме того, что, вот, как я уже сказала, всегда тебе не хватает оборотных средств, никаких особых трудностей не было. То есть мы постепенно наращивали массу продукта, мы постепенно добавляли новые виды. Теперь у нас не только платки, у нас еще и одежда, у нас еще и аксессуары. Вот. И сейчас мы будем переориентироваться больше в сторону одежды. То есть тут понятное развитие такое. Мы можем выскочить в Европе за счет интереса, легкого, сохраняющегося интереса даже не к России, а к локальному в целом. Вот, потому что европейскому потребителю на самом деле все равно покупать там
не знаю, узбекское, казахское, российское. Просто это что-то, какой-то интересный национальный, локальный продукт. Вот. И вот именно на локальном мы делали ставку на это. Глобализация меняется очень сильно. Мы с вами понимаем, что она меняется на локализацию. Это не проблема там вируса, это все, эта тенденция, она была еще до развития там пандемии. Вот. Мы все смотрим на локальный продукт. Мы не хотим поехать в Африку и пойти там в Зару. Мы хотим поехать в Африку и купить местного дизайнера. Нам это интересно. Вот. А это, соответственно, локальное, это умение работать с руками, это переработка исторического наследия. И еще вот это историческое наследие и руки. Почему? Потому что мир очень быстро меняется. Нам нужна устойчивость. Где мы ее можем найти? Это только используя что-то, что создавалось веками, многими поколениями, то, что нам кажется незыблемым. Мы можем это не понимать, мы не отдаем себе отчет. Вот, но это нас держит на плаву. С этим нам легче. Поэтому это никуда не исчезнет и будет развиваться в ближайшее время. Начинающему бренду, конечно, сначала покорить свою страну, то есть максимум покупателей. Потому что мы продолжаем это делать. То есть мы очень сильно, мы понимаем, какие нужны вложения, чтобы выйти в Европу. Плюс аксессуарная группа выходит в Европу очень сложно. Мы это тоже понимаем, мы это видели на других брендах. То есть если одежду то есть берут более охотно шоурум европейский, то аксессуары на нас нельзя заработать столько, сколько на одежде. Потому что мы всегда добавление к чему-то. Поэтому у нас путь такой совершенно особенный. То есть нам надо идти просто собственным брендом, видимо, собственными магазинами по своей стране, и нужно искать какой-то свой путь развития не через шоурумы в Европе. Вот. А локальному бренду, то есть сначала нарастить вот это имя, потом нарастить, это параллельно с Инстаграмом, параллельно с журналистскими материалами, параллельно с тем, когда ты можешь показать массу того, что ты сделал, какой-то значительный, потом совершенно спокойно выходить в европейские шоурумы. На самом деле, когда интересный продукт, я не видела ни одного шоурума, который бы отказался от встречи. Вот. Может быть, там нет несколько крутых шоурумов, куда трудно стучаться. Трудно стучаться на большие маркетплейсы, там Farfetch, там еще куда-то. Нам не удалось. Но так-то, собственно говоря, вот мы с продуктом выходили практически со всеми шоурумами, встречались. Мы просто поняли, со временем мы стояли, мы со временем поняли, что шоурумы о нас не заботятся. Им мы не интересны, даже если они нас берут вот на волне первоначального интереса. Потом они нас не продают, просто не продают. Вот если я вам скажу, что Академия имени Строганова выпускает 8 текстильных дизайнеров в год, а Текстильный институт выпускает 7, наверное, сейчас группа последняя. Больше выпускает Иваново. Вот, Штиглицы, наверное, выпускает 12. Но страна у нас, как вы понимаете, большая. А брендов и марок мы с вами знаем, какое большое движение идет. И с каждому подрастающему бренду рано или поздно нужен будет свой рисунок ткани. И большинству, по крайней мере. А текстильных дизайнеров профессиональных, их вот столько. Вот, поэтому нам бы их брать было неоткуда. Поэтому мы разработали свою систему обучения очень быстро у сотрудников внутри. То есть мы, сейчас не боюсь вам сказать, но за год мы сможем подготовить любого художника, то есть с определенным набором качества данных, вот, мы можем сделать из него вполне хорошего текстильного сотрудника, включенного, умеющего в первую очередь анализировать сезоны, видеть текстильный рисунок везде, уметь работать с покупателем, потому что мы своих художников везде берем и все время ставим на свои стенды за рубежом. Мы стоим 2 раза в год в Париже, раньше еще много стояли в Шанхае 2 раза в год, в Мюнхене и в Нью-Йорке. Везде своими стендами на свои деньги. Вот, и везде стояли наши художники. Потому что художник сейчас, если он не умеет продавать, если он не мыслит полкой магазина, он просто не может работать в среде. Вот. Он должен уметь огромное количество, иметь возможность работать с огромным количеством компьютерных программ, вот, и, соответственно, еще уметь понимать, как это продается. Образование – это понятная такая болевая точка. Вот. Но я знаю, что, допустим, у многих наших профессионалов дети поучились за рубежом. И мы знаем оценку этого образования теперь не изнутри, не внешне, что вот есть сам Мартинсон, там,
там потрясающие. Есть, то есть мы его теперь, мы это все пережили. Мне приходилось принимать на работу ребят наших же после Сан-Мартинса. Да. То есть это прекрасное образование. Применение, как в любом образовании. Если ты умеешь взять, ты возьмешь практически в любом образовании и добьешься из любой точки мира чего-то, если у тебя есть потребность, если ты это умеешь там, и так далее. Вот. Образование меняется, ему тоже неоткуда появиться. Сейчас в наше образование пришли те профессионалы, наконец, вот и прям происходит последние 5 лет. Те, которые сами выучились. Мы должны были 15 лет учиться до этого, чтобы 5 лет уже преподавать. Вот мы выучились и преподаем, и принесем что мы узнали и из практики, и работы за рубежом, и система образовательная, она исправляется. Посмотрите, какую интересную программу запустил сейчас Петербургский университет дизайна. Она ведь обошла зарубежных коллег. Они запустили сейчас программу цифрового дизайнера, цифрового дизайна, моушен дизайна в моде. То есть там ее почитаешь, просто гордиться можно. Вот. Поэтому все просто развивается поступательно. У нас неоткуда было появиться этим педагогом. Другое дело, что государство могло бы, если бы было интересно развивать эту отрасль, то есть могли бы десанты высадить педагогов, они могли бы учиться по обмену, они могли бы... То есть здесь, да, можно размышлять таким образом тоже, да. Вот, но этого сделано не было. А естественным путем, которым мы идем. Насмотренность в этой профессии – это то самое важное, связь с зарубежными коллегами, умение видеть, вычислять самому все передовое, что происходит. Опять-таки, умение анализировать – это то, что дает образование. И оно, конечно, зарубежное образование во многом дает эти вещи. И потом ты варишься в международном котле, ты понимаешь многие вещи. Вот. И вот как раз формируется эта насмотренность. Вот. Но, опять-таки, мы с вами прекрасно знаем, что любой специалист с любым образованием приходит на производство, и там он доучивается или переучивается. То есть это неизбежно в любом случае. Вы знаете, я очень положительно все оцениваю, потому что, собственно говоря, вот тот пул первоначальных модных дизайнеров, куда входит Симачев и Юдашкин, Чепурин, и вот это все они родились там, не знаю, 98-й, 97-й, 99-й год одновременно. И у каждый это процесс, и он должно было пройти 20 лет для того, чтобы сформировались связи, сложились поколения, сложились профессионалы, появились молодые профессионалы, они должны были вырасти за это время, должна была обновиться масса вещей, вот, естественным путем. То есть мы смотрим на Запад, где это все развивается вот так бурно. Оно развивается, извините, последние 200 лет. Вот, а у нас 20. Сейчас у нас очень интересный момент. Он абсолютно такой же, как на Западе. Появилось огромное количество интересных марок, новых, вот совершенно новых, своими подходами, оторванных от предыдущего опыта, но базирующихся уже на сложившихся механизмах продаж, понимающих хорошо системы работы в сети, понимающих, что такое цифровая мода, все время пытающихся в этом направлении что-то сделать. Вот мы ничуть не отстаем в этом, ну абсолютно ничуть. А все остальное – это всего лишь 20 лет. Нельзя, знаете, как-то изобрести... То есть мы и так, я считаю, просто сделали невероятный рывок по сравнению с нашими зарубежными коллегами. Их просто догнали за 20 лет, и все. Экспортный потенциал у российской моды есть однозначно, потому что мода – это идеи. Вот. И идеи у наших молодых дизайнеров очень часто сильные. Да, собственно говоря, мы, конечно, можем сейчас с вами говорить о том, что правительство должно помогать молодым дизайнерам для того, чтобы они вышли в шоурумы. Вот. Когда мы стоим, опять-таки, о своем текстильном дизайне, когда мы стоим на выставках, вот мы стоим там в Париже, например, Визион, следующая линия за нами, коллективные годы. Вот я 20 лет наблюдаю эту картину. Это коллективный стенд молодых дизайнеров английских, который оплачен правительством. Там стоит 5-6 человек.
Вот, а еще наезжают к ним группы из 20 человек, которые вокруг бродят и ходят. Вот, 5-6 человек продают эти коллективные работы. И таким образом правительство выращивает этих молодых дизайнеров и ведет вперед. Вот. То же самое мы увидели такую же политику в Шанхае, потому что это две точки развития, то есть на восток и на запад. На цельных мы вот даже в какой-то степени позавидовали им, что вот есть такая система, которая их так продвигает. Это вот один из инструментов развития. Возможно, и, конечно, вот была проба прекрасного Москвы коллективного шоурума, но она была один раз. Мы были участниками этого шоурума. Я оцениваю это положительно. Да, мы получили 2 небольших заказа, то есть это не золотые горы, вот, но это был первый выход. И он был первым для всех сторон. И мы прекрасно знаем, как работают байеры, то есть сколько времени им нужно видеть бренд. И нам нужно подстраиваться под вкусы байеров, значит, нам нужно поговорить с ними хотя бы несколько раз. И, то есть это процессы, которые могут идти. Ну а в целом, на самом деле, по большому счету, кроме нашей... то есть мы, конечно, находимся в достаточно тяжелом положении по сравнению с европейскими коллегами, потому что у нас получается высокая стоимость ткани, у нас таможенные пошлины большие. Мы живем вот этими сложными, длинными периодами, когда ткань нужно переместить в Россию, то есть транспортными всеми этими. Вот. Это нас только отличает по большому счету. Вот у нас, европейцы, у них высокие арендные ставки, у них дорогая рабочая сила. У них, то есть, на самом деле, вот, находясь там, ты понимаешь, что мир-то равновесный. Если мы хотим развивать индустрию моды как национальное направление, как визитную карточку страны, как большое движение в стране, вот именно в неделях моды нужна, наверное, государственная поддержка, потому что молодому дизайнеру очень трудно войти своими деньгами в неделю моды. То есть ему легче справиться с Инстаграмом, где он владеет механизмами и там за 300 рублей может продвинуть пост. Вот, на неделю моды не выйдешь с этими финансами. Вот здесь действительно реально нужна поддержка. Она нужна, наверное, всем, кто хотел бы кому-то. То здесь нужно хорошее осмысление, как поддерживать бренды, как поддерживать молодые бренды, как поддерживать бренды, которые уже себя заявили, это какая-то другая система. Вот. Может быть, это могли быть отдельные недели моды, что-то обособленное для тех, кто начинает, но несет высокую креативную идею. И это дало бы такой толчок интереса, потому что все сейчас, мы живем в мире поиска идей. Вот. То есть вот здесь, конечно, вот та самая поддержка как раз она нужна. Но в стране тоже, опять-таки, идет хорошее движение. То есть мы первый раз за всю историю получили поддержку субсидирования понесенных затрат на выставки. То есть мы, которые делали по 8 зарубежных выставок в год, вкладывая там все деньги развития, там, студии, мы так развивали студию, никогда не ощущая никакой поддержки, вдруг получили за последний пример Визион, пусть небольшую, но компенсацию. То есть это уже большой шаг для нас. Была большая кампания в прессе. Она настолько большая, что, мне кажется, каждый утюг, каждому дизайнеру уже говорил о том, что, слушайте, можете обратиться в правительство Москвы и получить компенсацию поэтому. Вот в этот раз эта кампания была действительно реально большой. Просто эта информация догоняла везде. То есть просто если кто-то был в выставке и не обратился, то есть, вероятно, не создался механизм, потому что собрать пакет документов – это тоже такая непростая работа. И я это очень хорошо понимаю, насколько трудно это сделать дизайнеру. Вот мы уже там, это большой отдел бухгалтерии, там 2 юриста и так далее. То есть это можно сделать легко.